Так, добрый день еще раз. Вы понимаете, что мы собрались для того, чтобы поговорить под запись и для публикации? Да, понимаю. Соглашаетесь на такое, отказываетесь? Согласен. Соглашаетесь? Да. Почему соглашаетесь? Ну, чтобы вы узнали то, что я вообще живой. И... Говорите, пожалуйста, громче чуть-чуть. Чтобы вы узнали то, что я живой, хотя бы, там, знакомые, близкие, родственники. Вам нужно, чтобы они узнали, что вы живой, здоровый. Так да? точно. Находитесь в плену. А нам нужно что? Как думаете? Информацию, что я знаю. Нет. Нет. Вы что-то знаете секретно? Нет. Что вы нам можете рассказать? Какую информацию? Я не Информацию это работать с вами будут следственные органы Понял. по информации. А полиграфы будете проходить и все такое прочее. Нас интересует донести до зрителя мысль, ответить на вопрос, нужен ли здесь российский солдат. Нужен ли здесь в Украине российский солдат? Как вы думаете, он нужен? Думаю, что нет. Все-таки вы пришли к выводу, все-таки, что он не нужен. Да. А почему вы пришли к такому А выводу? человек пусть представится. Сейчас. Да. Почему вы пришли к такому выводу? Просто не понимаю смысла вообще этой всей спецоперации, как называемой так. Понял, все. Теперь, пожалуйста, представьтесь, уже действительно забыл. Курбатов Георгий Андреевич. Число, месяц рождения? 9 августа 93 года. Откуда вы? Забайкальский край, город Чита. Забайкальский край, город Чита. Да. Сколько это от Украины километров? Да, не скажу вам точно. От Москвы где-то 1006. Здесь. От Москвы 1006. Да. Я думаю, что и от Украины где-то 1007, наверное. Сейчас я скажу точно. Не меньше. Вот. И как-то очень далеко вас занесло. Вам не кажется? Да. Расскажите, пожалуйста, историю вашу, вот как все происходило, какого числа вы сюда попали и что дальше было. Изначально как? Командир нас отправил, просто сказал, вы едете на территорию Украины. Позвонили нам в конце июня, и мы уехали 29 июня. 6924. Ну, почти угадал. Да, 90 часов на автомобиле ехал. 90 часов всего лишь на автомобиле, и вы в Украине. 7000 километров. Только не знаете зачем. Извините, перебили, да? Сказали, едем как комендантская рота на охрану территорий. Это когда было? Это вот в конце июня, когда нас отправляли сюда. И воевать вы не будете, ничего такого не будет у вас. Будете просто там охранять или на блокпостах стоять. На самом деле, как оказалось, приехали, нас вообще отправили в другую бригаду, прикомандировали. И потом мы пошли как пехота. Нас пустили, можно сказать, как на пушечное мясо. А вы понимаете, что ваша история, она не уникальна? То есть, это я для зрителей говорю, может, кто-то первый раз смотрит. Всем россиянам, которых отправляют в Украину, говорят, что они не будут воевать. Вот всем, практически всем. 90%. Такого команды обманывает нас просто и все. Обманывает? Не, Ну а как это понятно. больше назвать? Ну, нет, я понимаю, что обманывает. Я просто для других говорю, которые вот сейчас сюда, как вы, да, собираются поехать, что вас тоже обманут. Ну, это всегда это так происходит. Вот. А другое дело, как вы мыслите, то есть не совсем понятно. Вы знали, что война идет? Ну, как бы, я, да, знал, но не думал, что так прям все будет. А как вы думали, что как будет? Ну, как я говорю, то, что у нас командир сказал, то, что поедем на охрану просто территории страны. Вы думали, война идет, но она лично вас не коснется. Вы будете просто что-то где-то охранять. Да, мы думаем, где-то у границы там будем стоять хотя бы, но никак уж передок не поедем. Угу. Не готовы даже были к этому. И плюс еще у вас рот 8 такой-то. И плюс еще вас стусовали, я так понимаю, с другими какими-то военными, которых вы даже не знали. Да, вообще там большинство не знал. Только знал, с которыми приехал, вот, и все. Больше никого не знал. Почему так происходит, как думаете? Почему вот стусовывают вместе из разных подразделений людей и отправляют на передок? Ну, это, скорее всего, видать, кто повелся, кто поехал. Просто и собирают потом из всех уже в одну компанию. В вашей компании, вот этой вот, как вы говорите, были погибшие? Я не знаю. При мне не было. Не было. Да.
Ну тогда понятно. Просто иной раз, когда мы просим кого-то назвать имена погибших или раненых, никто назвать их не может, все знают только позывные. Вот нам кажется, что именно с этой целью всех и перемешивают, для того, чтобы вы, попав вот к нам сюда, не могли потом рассказать, кто погиб. Нет, когда нас обстреляли, когда мы попали в засаду, получается, 16 числа, там один был ранен, одного я знаю, да, вот, с моей бригадой тоже вместе Он приехал. тоже в плен попал? Нет, его нету здесь. Я даже не знаю дальнейших судей. Давайте тогда к вашей истории, так чтобы Сейчас мы я не хотел бегали. уточнить. Вы когда подписали контракт, вообще давно служите? 2 года. Ну, то есть не мобилизованный, вот скрыто. Да, все, извините. Давайте вашу историю просто расскажите, вот как вы ее помните, только если можно чуть громче. Вот вам сказали, что вы будете что-то охранять. Дальше что произошло? Да. Приехали мы, заехали на территорию Украины, получается, 2 июля. Нас увезли в лес какой-то сразу же. Там мы прожили неделю, потом нас переместили в другое место, на базу. Там жили еще почти месяц до конца июля. И в конце июля нас отправили сюда, вот в Донецкую область, получается. И здесь мы тоже жили по лесам просто. Ничего такого как бы не было. И только вот потом нас 15 нас отправили, 14 числа нас отправили в другую лесополосу. Быт, вот этот период времени, ваш быт, можете рассказать? Вот вы же как-то что-то ели, как-то готовили, как-то спали и так далее. Да, ну спали как сами все делали. В основном у кого палатки были, у кого-то нет, сами все делали. Плащ палатки натягивали. Окоп вырылись и там накроешься и там спишь. Еду периодически нам поставляли, но так в основном сами тоже питались. Ходили в магазин, покупали продукты себе и варили. Магазин покупали? Да, когда вот под Изюмом стояли, там была деревня недалеко, мы ходили до этой деревни, там покупали продукты. За какие деньги? Которые с собой были. Ну, то есть вам отпускали товар за рубли? Да. На гривны вы их не меняли? Нет, не Ничего меняли, не делали? за рубли продавали, да. И так, чтобы зайти к кому-то в дома, там, то есть в квартиры, там что-то взять, такого не было? Нет, не было. Не было. Мы жили в лесу, там не было даже домов. А до деревни как бы там километров 20, мы ездили далеко. В деревне как у вас были взаимоотношения с людьми? Да, в принципе, нормально, продавцы просто там зайдешь, они что попросил, они тебе дадут, рассчитался и все. А вы в деревню, в магазин с автоматами ходили? Когда как, не всегда. Бывало даже что и без оружия? Да. Ого, ничего себе. Не боялись, все? Нет, там сказали, типа то, что здесь ничего такого нет, как бы. Не бомбит, ничего не стреляет. То есть вы себя, в принципе, чувствовали в этот момент, как реально люди, находящиеся в глубоком тылу, правильно? Да, думаю, что так. И никакой опасности, ничего вы не испытывали? Да. Никаких прилетов, ничего такого? Ничего не было такого. Дальше что происходит? И вот, получается, в конце июля нас перебрасывают в это направление, сюда вот, получается, в Донецкую. А были до этого под Изюмом где-то. Еще громче. Вы же можете громче говорить? Да. Где-то были под Изюмом, перебросили нас в конце июля, на поезде приехали, почти 2 суток мы ехали. И потом здесь уже на машинах нас перевезли. Привезли в лес, и здесь жили уже в лесу. Там. Но здесь тоже как бы мы там собирали парни, кто на машине тоже ездили, там деревня Николаевка, что-то такое. Туда вот тоже ездили. Николаевка. Да, туда вот они ездили, тоже там закупались. Так, обед, обычно ужин нам привозили, да. Так, В ТВН. вы стояли там, получается, да? Да. Так, и там тоже никаких ни прилетов, ни боевых действий, ничего не Тоже было? ничего не было, да. А с вами артиллерия была? Нет, не было рядом. Только были боевые машины БМП. Стояли и всё. Вы в качестве пехоты выступали, я правильно понимаю? Да, получается. Получается. А по профессии, по специальности кто вы военный? Сам служил в бригаде связи и управления. Связист. Да. Ну, к связи я отношения не имею. Взвод обеспечения. Бригадный. Такой вопрос, вы как раз со взвода обеспечения. А это нормально, когда военнослужащих не обеспечивают, что они за свои деньги должны ходить по магазинам, там, покупать себе какую-то еду?
Нет, конечно. Так как вы что-то могли сделать, там, обращались. Но это же по сути, вы сейчас рассказываете полный бред. Вы пришли оккупантом в другую страну и ходите, добываете себе еду. Как это должно работать? Ну, нам и привозили, вот я говорю, какую-то часть нам привозят, но все равно что-то не хватает. Там, кто-то сок, там что-то сходить купить, такое сладкое хочется. Там привезут нам вот гречку с тушенкой и все. Ее поедим, но хочется что-то свое, такого уже магазинского. Взвод обеспечения без обеспечения. Но здесь только не мы, это уже там другие кто-то об этом обеспечивает. Не наше подразделение же было. Насколько была ваша готовность к войне как солдат? Да, даже, не скажу, процентов на 5 на 10 всего лишь. Процентов на 5, на 10 из 100? Да. То есть вы знали, что такое автомат? Да, в принципе, все. Умели его заряжать, Ну да, разбирать, собирать? да. Ну это, да, это процентов на 5, на 10. Сколько раз стреляли? На стрельбище раза два нас мы ходили, по мишеням стреляли. Это до войны еще? Нет, это уже было здесь, на территории. Здесь, а до? За все время? Сколько раз были на стрельбище? Ну, раза 3-4 в год где-то мы выезжали. 3-4 раза в год. Стандартная история для, в принципе, солдата-срочника. Наверное, у вас и для контрактника. Та Да. же самая история получается. Нет, ну да, на 5-10% вы реально были готовы, потому что если сравнивать с принудительно мобилизованными из ОРДЛО, Там на минус 5. то там, да, либо 0, либо минус 5. Это зависит от зрения. И там еще, у некоторых просто зрения нет. Они их снайперами, как правило, назначают. Вы сталкивались с жителями вот этих вот так называемых ЛДНР? Да. Разговаривали с ними, общались? Нет, нам не давали с ними общаться. Почему? Просто, ну, как бы командование сказал, типа, нельзя просто общаться с ними. Ну, довели были вот до места и все, показали, где нам расположиться и все. И мы с ними даже А не там общались. были их подразделения где-то стояли, да? Да. Почему же вам с ними общаться нельзя было? Вы же, получается, по вашей истории, этой легенде, вы же как будто их освобождать пришли. И вот тут людей, которых принудительно мобилизовали, а их принудительно мобилизуют, это мы знаем. Они стоят в сторонке от вас, а вам с ними даже пообщаться нельзя. Ну, командовник сказал, типа, вот то, что, ну, мы ушли, то, что ночью, нам сказали вообще идти тихо, вообще без разговора, без всего. И с ними сказали не общаться. Вот там двое человек нас сопровождали, всего лишь ДНР, получается. Они просто сопроводили нас, показали, где расположиться. Угу. И все. А как думаете, почему так вот, что вам не давали общаться с ними? Не знаю. Не скажу. Нет. Ну, я могу подсказать и для вас, и для зрителей. Скорее всего, такое общение было исключено, потому что они бы вам рассказали, что лично им эта война нахрен не нужна. А если лично им эта война нахрен не нужна и воевать они не хотят, тогда большой вопрос закрадывается, а чего тогда вообще здесь делает российский солдат? Потому что, ну, легенда о том, что вы пришли их защищать, она как бы здесь ломается, потому что они сами не хотели ни защищаться, ни защищать, а просто хотели жить спокойно и все. Ну, они тоже вооруженные, все были. в принципе. Конечно, вооруженные, да. Ну, их мобилизуют принудительно, отдают им оружие. Правда, это и есть. Ну и под страхом тюрьмы отправляют воевать. И общаться вам с ними нельзя, потому что они бы вам это рассказали. Но воевать они не хотят. И готовности у них. У вас хоть 5-10%, а у них 0. Потому что многие из них даже автомат этот ни разу не разбирали, не собирали, не понимают, как даже магазин зарядить не понимают, как. Такое вот есть. Ну, и дальше по вашей истории что было? И все, когда 15-го пришли на позицию, 16 числа мы пошли по лесу, прошли, нам сказали, дали команду пройти вдоль железной дороги, дойти до перекрестка железной дороги с автодорогой. Угу. Пока мы туда шли, мы попали под обстрел, сейчас как в засаду. Ну, остановились передохнуть, и по нам начали стрелять. С чего? Сперва стрелковое оружие было. Так. Там автоматы, пулеметы, не знаю точно. Мы двоих вот было ранило у нас в тот момент. Мы переползли на другую сторону железной дороги. И там уже, причем начала по нам уже артиллерия работать. Там минометы пошли, кассетные даже были взрывы. А какие были ваши действия в этот момент? Ну, вот двоих ранило, идет обстрел. Что вы делаете? Один как бы там тяжело был раненый, его пытались вот вытащить были все до этого.
Одного вытащили, одного потом старались вытащить. И? И все, когда начался обстрел, то там все начали прятаться тоже, как бы, ну, Второго не вытащили, я так понял. вытащили позже потом. Позже. Он жив еще был, правильно? Да, живой еще был. Так. Ну, а сколько группа, какая группа человек была? Ваших? У нас было человек 15-16. Всего 15-16 человек? Да. А, понятно. Ну, небольшая группа. И сколько из вас попало в плен в результате? Здесь только я один с этой группы. Вы только один попали в плен из этой группы? А Да. как так получилось? Когда вот обстрел пошел, меня то ли контузило, то ли вырубило. Когда я пришел в себя, получается, очнулся. Наши были чуть подальше, кто здесь прополз, когда миномет стрелял. К ним вернулся, там уже никого не нашел, не мог найти. Ходил, искал, пока искал, по мне начали опять стрелять. Я начал опять прятаться. Потом там что-то наподобие танка уже начал стрелять даже было. Я как бы убежал в другую сторону. Там лежал. А уже ночь, все темно стало. Переночевал, получается, в поле. Ну и потом по следам посмотрел на следующее утро. То, что наши ушли. Ну, то, что как бы, ну, видно то, что кто-то уходил. Так своих никого не нашел, был, не мог найти. И пошел в ту полосу, из которой мы пришли. Он как бы до нее вот дополз, до этой полосы, уже под вечер почти. Когда вернулся в полосу, полоса уже была вся разбомблена тоже. Получается, там наших уже не было. У меня уже Вот этот эпизод, когда вы перестали понимать, где ваши находятся, это как у вас свет потух, что ли? Что было? Да, не знаю, что-то где-то рядом было, взорвалось, и меня просто выключило. Я просто не помню этот момент вообще. Вас кинули, получается, что ли? Возможно, и так. Может, подумали то, что я мертв. Как же быть со «своих не бросаем» тогда? Известный слоган российской армии «своих не бросаем». Не знаю, ну, блядь, я никого не мог найти, и за мной никто не пришел. Получается, я остался один был, да, там. Запиши «своих не бросаем», за мной никто не пришел. Если так, то тогда... Еще одна причина, почему можно бросать. Да. То есть, ну, а у нас просто список про «своих не бросаем», потому что нам кажется, что надо писать «своих бросаем». Вас как раз вот на этих всех плакатах. Ну, да такое дело. Пусть пишут одно, а делают другое. Нам от этого даже лучше. То есть от того, что там в России декларируют, что у вас очень мощная, смелая, отважная армия, на самом деле это не совсем так. Нам от этого не хуже. Или вы как-то по-другому об этом расскажете? Про отвагу, смелость, честь и доблесть. Так как рассказать? В принципе, мы держались вот все одним взводом с ним. В основном туда все парни, которые приехали изначально вместе с одной из бригады. Мы как бы держали свои компании, там, другие даже взвода, там, роты, мы их даже путем и не знали никого. Не, ну я понимаю это так. Вы были на пикнике ровно до тех пор, пока вы не вышли на линию обстрела. На этом ваш пикник закончился. Да. Все. То есть, ну это если кратко, вот, да, правильно? Такая история. Ну, будучи на пикнике, вы не думали, что это случится? Или как? Нам команда не сказала, типа, идете туда, там нету никого. Типа, мы прилетели на птички, посмотрели, типа, там все чисто, там вообще нет никого. А на самом деле казалось не так. Дрон у вас был, то есть прилетели, да, посмотрели? Ну, там это у команды ни у кого тоже, у нас не было, у самих. Это вам говорите- они сказали, что они полетели. Это они Да, сказали? да, Что, нам команда- полетели, посмотрели, да? Да, то, что там чисто все, никого нету, типа, идите спокойно. Мы пошли спокойно. А на самом деле вот Ну, попали. вы видели дроны российской армии, там иногда такие фотоаппараты Canon скотчем приматывают, и это самое, они летают. Вы не видели такого? Нет, такой не видал. Я просто думал, может у них там пленка как раз в Canon закончилась на этом месте, где вы попали, и поэтому они не смогли ничего увидеть. Потому что вторая армия мира, там мега мощное оружие, там мега мощное обеспечение. Теперь ездят по странам третьего мира и просят дроны у них закупить. Такое посмешище чисто. Что вы думаете о мощи российской армии? Что вы думали до? Я пропустил, он рассказал, как он попал в плен именно. Нет, это я сейчас еще дойду. Что вы думали до и что вы думаете сейчас про вот мощь и российской армии?
Я просто вообще даже не понимаю, зачем мы здесь находимся, зачем Нет, нас сюда это взяли. другое. Это другое. Я имею в виду, вот вы служили в российской армии. Там же, наверное, какие-то всегда приезжали люди, там фотографировали, там показывали какие-то видео, сюжеты про то, насколько мощная армия. Идут такие ролики, специальные видеоролики, Парады. правильно? Парады. В России же это любят. Ну да, как бы парад там. И это все создает впечатление такой мощной махины, которая, ну, все думали до 24 февраля, что если эта махина зайдет в Украину, то 4 шага и Киев взят. Ну, так думали и так говорили, правильно? Возможно. Ну, у нас в нашем парке как бы нет в основном такой новой техники. У нас в основном машины это Уралы, КамАЗы, там, Зилы даже старые, еще, 80-х годов, которые вот они до сих пор стоят на вооружении. У нас, А тигры вот эти вот все. у нас нет таких. Жареные тигры. Ладно. Ну тогда расскажите, как вот произошел именно момент попадания в плен? Вот когда, получается, я вернулся в лесополосу, из которой мы пришли, ее не было, его разбомбили были. Так. Хотя до этого там были наши войска. Так. Там была первая рота стояла. Мы сами со второй роты были, второй взвод. Там должна была быть первая рота. Когда я туда вернулся, там уже никого тоже не было. Все разбомблено было. У меня ни сил, ничего не было. 2 дня, можно сказать, просто ползал. Воды хотел очень сильно пить. Нашел воды там кое-как. Пил, уже серело. Внутри идет группа людей. Я потихоньку прислушался, смотрел, думаю, наши, не наши, блин, долго. И потом меня заметили и сказали, ну, выходи, типа, иди сюда. Типа, руки перед собой и выходи. Как бы, я уже был разделся, бронежилет был, снял каску, снял, автомат рядом стоял. Я без всего уже был, просто вышел и все. Это уже были украинские военные. Они меня просто забрали и все. Сказали. Попал в плен. Как выглядели или вели себя украинские военные? Просто меня на землю положили, завязали руки. Нет, это я понимаю. У вас же рассказывают, что здесь нацисты какие-то воюют. Как бы ничего такого не было. Ну, а вы в это верили, когда вот вы там находились в России, что нацисты какие-то тут? Нет, особо нет. Пока это не увидишь, не поверишь всему. То, что там нам рассказывали, типа то, что там как кастрируют, как говорили, что-то всякое такое, блин, как бы мало верилось. Вы не верили в это? Ну, я думаю, все равно люди не такие изверги уж. Нет, люди как раз такие изверги, только это не украинцы. Хотите, я вам видео покажу? Где как раз вот кастрируют, только кастрирует российский солдат, ну, как солдат, ну, это просто мразь, там я не знаю, как его назвать, как раз украинского военного. Держи, крепко. Крепче держи. Фу, блядь, идёт. Сука. Блядь. До последнего добирался, да? То есть вам там рассказывают об этом, Да, нам только а наоборот. ваши это в частности, вот это какие-то ЧВКшники делают. Это даже не штатные российские военные, это какие-то ЧВКшники делали. Вот они вот делали это здесь, на нашей, ну вот на моей земле, у меня дома. Пришли и вот такое делают с нашими людьми. И это с военным человеком. С мирными делают вещи и похуже еще. Совсем уже. С женщинами, с детьми. Понимаете, это ваши все военные делают здесь. Я не говорю все. А вот у вас по телевизору идет такое вот. Мы еще живы, а вот этот чувак уже нет. Да, пусть горит в аду. Ему не повезло, из его черепа сделают кубок, возможно. Но наша война, она не просто война с людьми из крови и плоти. Наша война – это война с идеей. С идеей Украины как антирусского государства. Почему не может быть никакого примирения? Украина должна быть деукраинизирована. Русские земли Малороссии должны быть возвращены назад. Мы воюем не с людьми, мы воюем с идеей. Это череп украинского солдата, который демонстрируется со сцены в России и рассказывается что-то о уничтожении Украины как таковой.
Как вы можете это прокомментировать? Оба видео. Ну, это за гранью какой-то, не знаю. Как таких людей должны назвать? В каком смысле за гранью? Это реальная информационная деятельность Российской Федерации и вот деятельность российских солдат. Военных, ЧВКшников, не ЧВКшников, это даже не играет никакой роли. Как вы можете это прокомментировать? Вот эту всю ненависть к Украине, вот это вот все. А какая, в принципе, должна быть вообще ненависть? От чего? Наоборот, мы зашли на вашу территорию, получается. Да, но меня интересует, почему вы об этом не думали, когда вы сюда шли? Ведь мы же делаем для таких же, как вы. Не информация, вы говорите информация. Какая информация? Я понял. Я хочу, чтобы вы донесли что-то вот до других россиян, таких же, как вы, вашего возраста, там, которые мыслят примерно как вы, да, там, из вашего региона. Нужно сюда идти, и что им здесь делать? Нет, здесь абсолютно нам делать нечего. Как бы, не наша территория, что нам здесь делать. И я вот это, как бы, я об этом хотел сказать, то, что я до сих пор не могу понять, зачем мы здесь, для чего, с какой целью. Ну, я могу вам сказать, если вы сами до сих пор не додумались, с какой целью вас используют. Вы не понимаете, с какой целью вас используют? Как военных? С какой целью вас использовали, как военных? Какая цель за этим стоит? Я понял, то, что пушечное мясо нас просто отправили. То есть Пушечное мясо – это одно, а другое, еще есть один момент. Им плевать на то, что пушечное его мясо, не пушечное мясо. У них есть цель. Цель, с которой вас использовали, в том числе и как пушечное мясо. Но есть за этим цель. Вот какая? Да, не знаю, скажите мне, поясните, не могу понять. Ну, захват территории же очевидно. Ну, вас пускают сюда, российских военных, на территорию Украины. Не просто же с целью того, чтобы вас здесь поубивали. Они же не до такой степени уже сумасшедшие. А с целью того, чтобы вы помогли им захватить украинские территории. А то, что вас по ходу дела убивают, это никого не интересует. Но вам-то рассказывают, что вы тут защищать кого-то пришли. Что вы нацистами какими-то бороться. Вот нацистов много увидели вы? Не видел. С НАТО вы пришли воевать. натовцев много вы увидели? Тоже не видел никого. Так, что еще? Да, собственно, ничего больше особенно. Давай позвоним. Не, подожди, тут еще Там такой много. вопрос. Вы пришли сюда 15 июля. У вас до этого в части были уже, кто участвовал в спецоперации, так называемой? Да, отправляли до этого людей. Теперь сядь, поговорим. Мало того, что тут у нас ремонт, то есть ты понимаешь, да, какой будет звук на Да, эфире? нормально. Лестницу вот эту будет слышно примерно как тебя. И это не очень хорошо. Так что сделать? Хотя вопрос ты задаешь правильный, и мне самому интересно. Были у вас 200-е, 300-е части? Один, да, был. 200-й привозили. А 300-х? 200-х не было. Ну, просто получается, я не могу понять вашей схемы, как это происходит. Вы знаете, что война. Вы новости вообще смотрели? Ну, периодически, да, смотрел. Вы не видели ни одного нашего интервью? Именно ваши нет, не видел. А какие видели? Ну, простые, которые новости по телевизору идут, только те смотрел. Так, в интернете даже не видел. У вас интернета нету или как? Ну, то есть тут телеграм там какой-нибудь, посмотреть, что происходит. Я как-то Что города особо не уничтожают. интересовался этим даже. Почему вы не отказались? Ну, сказали, либо едете, либо на увольнение, только так. Угу. Ну и у вас перспектива умереть никак вообще не останавливала? Но нам сказали то, что мы воевать не будем, то, что мы будем где-то Не, стоять. про другое. То есть, если бы вы чуть-чуть поинтересовались, вы бы увидели, что практически всех вас обманывают и так далее и тому подобное. Но суть заключается в чем? В том, что 15 июля это уже сколько? 5 месяцев войны, 40 тысяч трупов, а вас, как баранов, получается, обманом говорят, вы не будете воевать, вы
все будет хорошо. Что вас держало, чтобы разорвать контракт? И потом в дальнейшем на работу устроиться проблема. Сказали, то, что в военных ставить печать, там красную печать какую-то и все. Потом на работу с ней. А кому-то поставили такую печать? Да, были случаи, говорили, да. То, что Вы сами лично видели? сам не видел, но рассказывали. А расскажите, как это было, происходило? Ну, кто отказывается, их просто увольняют и в военном билете ставят печать. Там как, там, сейчас вспомню, точно скажу. Там, типа, склонен к предательству и такое, всякое такое, что там написано. То есть вы свою жизнь цените меньше, чем печать в какой-то книжечке? Да не в том дело, потому что ну, в дальнейшем, если на работу не устроиться, так же, как семью потом обеспечивать. Потому что кроме армии нигде нельзя дальше работать. Военный билет много чего решает. Слышишь, получается, понял? У них, ну нам до этого никто не рассказывал. Клепают им печати. Да. И типа потом на работу нельзя пойти никуда, как он говорит. Вот. Ну, на официально проблемы будут устроиться. То есть ваша жизнь это равно штампик. Ну, это бред. Ну, это чушь. Не, ну, их жизнь, она изначально загнана в эти рамки. Там же еще ипотеки у вас есть, правильно? Какие-то накопительные счета. Ну, да. У У вас был? Нет, там после выслуги 3 лет только. И ипотеку вы еще не взяли. Ну, то есть Нет. тех, кого не получается шантажировать ипотекой и накопительным счетом, тех шантажируют Печатью. печаткой, и что ты вообще нигде не сможешь работать потом, правильно? Да, получается так. Хорошее государство. Ну, страна рабов, как вы- страна господ. А как вы жили? Расскажите про свою семью. В 2 словах. Как снимаю квартиру просто и все. Это в Чите, да? Да, в городе. Сколько у вас зарплата была ефрейтором? 42 тысячи. Сколько квартиру стоит снять в Чите? 18. Половина, типа, 30. Ну, почти. Вам хватало этих денег? Да, в принципе, жена еще тоже работает. Как бы. А, жена. Хватает, да. Хватает. С коммуналкой половина. А что снимали? Однокомнатная. Ну, а почему снимали? Почему своей не было квартиры? Ну, на свою проблему накопить как дорого стоит. А сколько квартира в Чите стоит? Ну, в центре города это 4-5 миллионов. 50 Ну, тысяч типа долларов. недорого. Ну, так. 40, 60. А у вас какое образование? То есть вот Выше. высшее образование? Да. А что вы закончили? Ну, Читинский, вот, Забайкальский государственный университет. По какой специальности? Автотранспортный. Организация безопасности движения. Так а почему вы ефрейтор? А не, как бы, по идее, у вас хорошее образование, можно, ну, на гражданке, что работы нету? У нас все заводы там все поразвалили. Ну, по моей специальности там проблема найти работу. Надо переезжать в другой город. Спрошу, может быть, знаете, а какая средняя зарплата вот в Чите? Чтобы понять, военные получают ваши... 1030 где-то. То есть военные получают больше, чем средняя зарплата, поэтому это стимул бросать гражданскую специальность и идти в мясную лавку. Ну, получается, что высшее образование как бы и не нужно ваше, не приходилось. Получается так. Учились и В ефрейтор. России умные люди, они как бы образованные не сильно нужны, потому что, а зачем, если их никто к этому не стимулирует, если они все равно все пойдут в армию? Так получается? Что-то наподобие того, да. Ну, такая. Так, звоним вашей супруге. Алло, здравствуйте. Добрый. Вас беспокоит Дмитрий, журналист из Украины. Здравствуйте. Разговор записывается и будет опубликован. Если вас это устраивает, я передам трубку вашему мужу. Да, хорошо. Общайтесь. Привет. Ну, привет. Боже, привет. Мне нормально, ты? нормально все, нормально, живой целый. Слава Богу, это самое главное. Да. Солнце, я знала, что ты живой. Я знала. Да, у вас как? У нас все хорошо. У нас все хорошо. Ждем тебя. Ждем тебя домой. Хорошо.
Скорее возвращайся домой. Там кто-нибудь знает, что я вообще в плену или нет? Что еще раз? Кто-нибудь знает, что я в плену? Да. Кто? Тебе с части звонили кто-нибудь или нет? Я сама узнавала. Я сама уходила в часть военную. Угу, понятно. Когда ты домой вернешься, Гоша? Ну, это не от меня зависит. Это самое важное. Это не от меня зависит. А от кого, ты скажи? От Министерства обороны нашего. Министерство нападения. Называйте его правильно. Что еще раз? От Министерства нападения вашего зависит. Да. И от дурачка Путина. От армии, в общем. Я все понимаю. А когда у вас обмен будет? Что-то же все равно происходит же обмен. Неизвестно, я не знаю. Никто не знает этого точно. Про трибунал спроси. Ну, был же обмен 140 на 140. Да, можно вопрос задать? Вы задаете вопрос, когда будет обмен. А давайте мы над вашим мужем проведем трибунал, такой, как над нашими бойцами проводят. И повесим его, Нет. например. Как ваше Министерство нападения хочет делать. Скажи, что загуглил. Понимаете, я гражданское лицо, я любящая жена, у нас дочка маленькая, 3 месяца. Я хочу просто, чтобы мой муж вернулся домой. Ваш муж пришел убивать наших детей, наших женщин, наших друзей, людей. А у вас маленькая дочка 3 месяца. Как вы вообще относитесь к этой спецоперации? Я никак не отношусь к этой спецоперации, я гражданское лицо. Не, я я отношусь так. же не так спросил. Можно относиться положительно, негативно, еще как-нибудь. Поддерживать, не поддерживать. У меня муж сейчас находится не со мной. Ваш муж находится в плену, он живой. У него руки, ноги целые. В отличие от других, которых уже убили. Я отвечаю на ваш вопрос, когда будет обмен, когда у вас ваше правительство захочет что-либо сделать. А вы можете сделать, хотите помочь ему? Конечно, я хочу помочь. Я хочу могу- помочь моему мужу. У вас есть хоть один знакомый, который может побыть с вами рядом в течение 5 минут? Можете взять листик бумаги там А3 формата, А2 формата, выйти куда-нибудь под вашу мэрию, как вас звать? Гоша, Георгий. Георгий, и написать плакат: «Поменяйте моего Георгия из плена». Снимите это видео и скиньте вот по этому номеру, по которому мы с вами общаемся. Я обещаю, что я попробую приложить максимум усилий, чтобы он попал максимально быстро в какие-то списки обменов. Я сейчас нахожусь возле церкви. Это что мне получается, взять лист А3? Это ваше желание. Смотрите, вы спросили, когда будет... Я хочу помочь своему мужу. Вот, если просто мы это предлагаем, но никто этого не делает. У вашего мужа все хорошо. Он вас кормит? Да. Его кормят, он в плену. Вам надо ходить каждый день в часть и добиваться. Писать во все там прокуратуры, во все ваши дебильные вот эти органы и требовать. А если хотите помочь ему, можете выйти с плакатом, пусть вас 5 минут снимут около мэрии. На плакате пусть будет написано: «Мой муж Георгий в плену, поменяйте его». Иначе мы тоже можем начать делать трибуналы над пленными. Не надо, ни в коем случае не надо делать. Ну, видите, вам же хорошо было, когда он приносил 40 тысяч рублей зарплату? Он наемный убийца, его прислали сюда убивать нас. Он 1,5 месяца бегал с автоматом. Вы мне тут рассказываете, что у вас ребенок 3 месяца. Вы сбросите видео? Сегодня на канале Сегодня на канале Владимир Золкин будет ролик в 19:30. Посмотрите его внимательно, там будет много чего рассказано. На ютубе Владимир Золкин.
Как еще раз фамилия у вас? Владимир Золкин, YouTube канал. Сегодня ролик в 19:30. Посмотрите. По вашему времени, да, в 19:30? По нашему времени. Я, понимаете, я вообще Да, я не договаривай. хочу вот всего вот этого, чтобы все жили хорошо. Вот что я хочу. Чтобы у всех был мир. Вот, я за мир. скажи, что об этом раньше надо говорить. Да, я же говорю, ну, все жили хорошо. Вы жили хорошо, когда он 2 года приносил зарплату 40 тысяч. Вам было хорошо. А сейчас, когда ему сделали плохо, он в плен попал, то вы уже поменяли свое мнение. Почему он не отказался? Об этом, девушка, раньше нужно говорить было, понимаете? Раньше. Тогда, когда он дома был и когда его в Украину отправляли, нужно было говорить о том, что вы хотите, чтобы все жили хорошо, чтобы все было хорошо. А сейчас уже поздно об этом говорить. Мы вам не верим, понимаете? Мы вам не верим. Гражданские люди. Вы знали, что он едет в Украину? Алло, вы знали, что он едет в Украину? Еще раз. Вы знали, что он едет в Украину? Знали. Да. Вы его отпустили сюда убивать людей. А сейчас вам уже резко стало нехорошо? Я понимаю, если бы вы были против, но вы умышленно на 5-й месяц войны его отпустили сюда убивать людей. Живите с этим до конца дней. Если хотите помочь ему, выйдите с плакатом. Договаривайте. Жили хорошо. Сама ему торбочки собрала и такая. Пусть договорит. Всё Да, будет договаривай. нормально. Все будет хорошо. Слышишь, все Да, будет да, хорошо. да. Хорошо. Все, не переживай, как все нормально, я жив, здоров. Это главное, да. Это главное. За плакат напомни. Очень интересно. Смелости хватит у кого-нибудь. Ну, если сможешь, то сделай плакат этот. Что еще раз? Про плакат, который тебе сказали, если говорю, сможешь, то сделай его. Я честно говорю, я буду писать, просить кого только можно, чтобы он попал в первые списки на обмен. Сам его повезу А менять. что мне там еще раз надо написать? Напишите правду, напишите правду. Муж в плену, поменяйте моего Георгия на военного украинца. Все. Хорошо? Я сделаю это, я сделаю. Спасибо. Очень надеюсь. Ладно, все. Пока, Давай, Люб. всё Давай, хорошо. давай, давай. Да, все хорошо. Люблю, целую вас. Пока. Я тебя тоже, Солнце, люблю, мы тебя ждем. Спасибо, что дали возможность поговорить с мужем. Пожалуйста, я очень сильно жду плакат. Спасибо, всего хорошего. Спасибо. А вы реально думали, что это будет как типа таксофон? Вы пришли поговорить? Нет. Вы оккупант? Нет. Не оккупант. Хорошо. Расскажите, почему вы не оккупант? Ее как бы не собирались тут захватывать что-то. И... То есть, Ну, вы 1,5 месяца ходите по чужой стране с автоматом? Давайте реально называть вещи своими именами. 1,5 месяца вы ходите по чужой стране с автоматом на 5-м месяце войны. Если бы вы еще были в первой волне, я бы еще мог бы там что-то там как-то придумать, что вас обманули, потому что вы не знали. Вам жена собрала торбочки, сумочки и отправила на войну Георгия. Есть прямой вопрос. Вы оккупант? Если вы говорите нет, то давайте аргументируйте почему. У нас диалог. ну, если правильно судить, то получается да, так то, что он на вашей территории, на вашей земле. Ну, как нам говорили, то, что мы просто едем на охрану. Смотрите, нам все равно, как вам говорили, нам интересно, что у вас в голове. Мы хотим, чтобы, вот, чтобы вы себе сами в голове. Вспомним Вторую мировую войну. Когда она началась, кстати? 22 июня. Какого 41, года? 41. 41. Угу. Хорошо, пусть будет. Другое чуть-чуть мнение есть, ну такое. Хорошо, что произошло? Как, ну, тоже немецкие войска вторглись на территорию России, что там СССР, Да. Как их называли? оккупанты. Что произошло 24 февраля 2022 года?
То же самое получается, да. А что произошло? Российские войска зашли на территорию Украины. Как их надо называть? Оккупанты, да. Ну, это же мы обычные простые факты просто разложили за 25 секунд. Мы можем как-то трактовать это по-другому? Да нет, в принципе, так и есть, да. Ну вот. Смотрите, ваша жена, может быть, не найдет. Ну, я сказал про трибунал. Может, она не найдет, то вот я вот вам показываю. Ты мне скинь. Подтвердить подлинность этих кадров или опровергнуть, ведется ли действительно подготовка к трибуналу, как скоро он состоится? Могу точно подтвердить то, что подготовка к трибуналу ведется, ровно так, как мы об этом заявляли, точно, ровно так, как мы это и планируем. То есть трибунал неизбежен. И да, один из первых трибуналов будет в Мариуполе. Готовимся по всем направлениям, в том числе готовятся и помещения, готовится і вся доказательна база. Так Пушилін, якого до слова самі ж терористи часто називали супливим і Вот это вот клетки, видите? Кинь мне ссылку, я перешлю ей. Она ж- Опросник. А, хорошо. Вот клетки, да, вот это вот клетки, готовят для трибунала. Мы вот думаем, может быть, нам уже тоже над российскими военными начать трибуналы тут проводить. Но им же наплевать на вас, понимаете? Они же делают вот этот вот спектакль. Они же прекрасно понимают, что мы можем взять и начать делать то же самое. Почему им так на вас наплевать? Объясните. Даже не знаю. Государство такое. Хотите поучаствовать в трибунале? Как вы думаете, какой там будет приговор? Приговор в трибунале или как? Трибунал, получается, как военный суд. Да. Военный суд над украинскими военными в Украине. А вы пришли в Украину с оружием в составе российской армии. Вас спрашивают, вы оккупант, вы говорите нет. Не, Вы мы, кто? мы уже пришли. Да, это Мы- ты вы- Я просто- просто пока это видел. Да, искал. мы там сравнили со Второй мировой войны. И Понял. если вы можете аргументированно доказать, что вы не оккупант, то сделайте это, пожалуйста. Да нет, я понял все, да. Так оно и есть. С супругой пообщались, в принципе, ну, попали вы в плен, дальше вы в плену. Все. Если ваша супруга запишет видео, если вы действительно ей нужны, записывает видео, мы честно его добавим, что вот... Это она- не потому, что нам сильно хочется видео посмотреть. Это потому, что нам хочется, чтобы у вас люди как-то начали говорить между собой наконец-то. Потому что у вас люди, знаете, о чем говорят? Вы же знаете. Ну вы же знаете, вы же сейчас просто сидите вот морозите. Насчет чего? Там морозится, конечно. Насчет того, что если бы вы сюда не пошли в Украину, то мы бы к вам пришли и мы бы на Россию напали. Говорят же у вас такое. Нет, такого нет. Там говорили типа то, что наоборот, то, что Но НАТО. мы в переписках с вашими женами, не с вашей конкретно, с вашими женами это видели, как жена пишет оккупанту, что молодец, держись, если бы ты туда не пошел, это бы все было бы в России. Что было бы в России? Вот нас интересует, что было бы в России? На кому она нужна, ваша Россия вообще тут? Зачем? Какие аргументы? Не знаю этого. Ну, вы же сами сказали, такого я что не все слышал. заводы развалили. У вас в России проблем нету? Да есть, конечно. Вы много. пошли в армию, потому что у вас альтернативы нету никакой. Да. Вы за границей были до этого хоть раз? Нет. Вообще где-нибудь? Ну вот оцените вашу жизнь. Человек закончил, высшее образование получил. Вы, кстати, один из немногих с высшим образованием. Очень, да. Очень немногих. И все равно пошел рядовым в армию, потому что вариантов нет, зарплаты нет, работы нет. У вас в стране бардак, понимаете? А Да. вы тут пришли в другую, потому что вам рассказали, что на вас напасть должны. Кто на вас напасть должен? Украина в НАТО идет? Да Украина в НАТО еще шла бы лет 20, наверное. А Финляндия со Швецией уже сейчас одной ногой. В НАТО. Да, и никого это у вас не беспокоит. Вы серьезно, ну вы вообще что не думаете? Так вот мы просим вашу жену, чтобы она это делала, для того, чтобы люди об этом разговаривать начали. Видео наши больше начали смотреть. Потому что рассказывают, что мы принуждаем кого-то к этому разговору. Мы вас принуждали к этому разговору? Нет. Нет. И никого не принуждаем. Все говорят добровольно. И никто здесь не может объяснить, зачем он сюда толком пришел. Уже никто нам здесь не рассказывает про то, что мы там собирались на вас напасть. Но я бы хотел бы с таким человеком пообщаться искренне, который бы аргументированно показал бы мне, что Украина собиралась напасть. Ну вот нет таких людей. Потому что это бред.
У Украины не было ни технических средств, ни желания на вас нападать. Ваша жена сейчас смотрит на эту картинку. Вот Россия. У меня аватарка такая стоит. И вот Украина маленькая, видите, синеньким. Как напасть? Как? Ну, то есть какому здравому человеку вообще в голову это может прийти? Уже не говоря о том, что Россия сама напала еще в 2014 году, зашла на Донбасс и забрала Крым, аннексировала. Потому что в Крыму якобы должны были вышки НАТО поставить. Так где же эти вышки НАТО? Если мы их в Крыму должны были поставить, чего же мы их за 8 лет нигде больше не поставили? Ну логику включайте. Как вы думаете, она выйдет с плакатом? Да. Я улыбаюсь, потому что многим предлагаем, но никто не выходит. Я хочу верить. Надо сделать точно да. Есть у вас что-либо там с нами поспорить? Может, какие-то обсудить темы? Да нет. Получилось как-то, что на повышенных я поговорил во второй части. Нормально ты поговорил. Передайте, Уже сейчас обратитесь. такой период, когда уже пора. Вот после вот этих вот трибуналов, их, вот после вот этого вот всего, вот этой чуши, которую они пока, уже пора. После вот этих видео, которые вы посмотрели, да? Первое видео, как вы смотрели, если вы чуть в обморок не упали, пока его смотрели. Не надо его вырезать, эти эмоции надо оставить. Там по сути ничего. Ну, Не надо его вырезать. Ну, вот изверги какие-то звери. ну, Ваши звери, ваши извери. так уже, по-моему, пора переходить уже на повышенные. Просто потому, что ну, складывается впечатление, что по-хорошему до россиян не доходит. Потому что мы общаемся по-хорошему, тихо, мирно, спокойно, говорят фейк. А то, что у вас по телевизору рассказывают про птичек, которые из Украины должны были по какой-то траектории полететь и славян уничтожить, это вот не фейк, это вот правда. Понимаете? Показать вам про птичек или вы знаете? Нет, я не знаю. Ну как вы не знаете? Каких птичек? Я расскажу. Что за птички? Михалков, знаете, кто такой? Да. Для вас это авторитетный дядька? Ну, как просто знаю, да все. Ну, типа режиссер, там, Да. сценарист. Ну, уважаемый человек в Рашке. В принципе, да. Выяснив, что там еще готовилось биологическое оружие, которое испытывалось на добровольцах, украинцах, это значит, а еще плюс к тому, что птицы, которых этим заражали, просчитывалась их траектория перелета через Россию, это абсолютно фашистская попытка истребления вообще славянского этноса как такового. Прокомментируйте, человек с высшим образованием. Первый раз такой слышу какой-то бред. Ну как, биолаборатория. Подожди, это ну всё из того. вы услышали, прокомментируйте вот информацию полученную. Не знаю, как сказать. Чё. Ну, Ну, вы- птиц мы заражали, они по определенной траектории должны были Ну, это лететь понятно, да. и славян уничтожить. Вы Как верите в это? Вот, можно Нет, как это? Как? представить просто. Да я даже не знаю, как это еще можно сделать. Ну вот вам вешают, там льют. Ну вот, а вам рассказывают про НАТО, про биолаборатории вам рассказывают в Украине. И это не фейк, это правда у вас там считается. А то, что мы с вами с реальным человеком из России реально разговариваем, просто разговариваем, вы говорите то, что считаете нужным, то вот это вот у них считается фейк. То что здесь фейк? Что показывают по телевизору? Обратитесь к вашим согражданам. Стоит им идти сюда, не стоит идти. К друзьям. У вас есть друзья? Есть, конечно. Можете, вот, ко всем не надо обращаться, вот, перечислите там, 5 человек своих близких и расскажите, стоит им идти воевать в Украину или нет. Ну, военных-то у меня как бы нету с моими Ну, у друзьями. вас сейчас мобилизация, там плакатики, 200 тысяч дают рублей. Из гражданских кто-то может да. надуматься решить пойти. Обратитесь, Вот надо- пожалуйста, к ним, расскажите, стоит им сюда идти или не стоит. Если стоит, то почему стоит? Кого тут надо защищать? Нет, то, в принципе, кто... Ну, все, кто меня знает, мои друзья там, в основном мужской пол, да, получается? Да. Здесь нам абсолютно делать нечего, получается. Это не наша земля, не наша территория, и мы здесь как оккупанты, получается. Так оно и есть. И не стоит, как бы вообще, это даже 200-300 тысяч не стоит того, чтобы идти сюда.
Это мое чистое мнение, которое я все понял за это время нахождения здесь. Спасибо. А вам сколько пообещали? Зарплата говорили, и плюс где-то еще 120. 200 тысяч. Ну вот вы чистый наемник, который пошел сюда. Ваша жена кормит вашего ребенка. Трехмесячного. За деньги, которые она получает, за то, что вы пришли в другую страну убивать людей. На кровавые деньги ваша жена. Но это факт. Убили Да, я вы кого-то понимаю. лично, не убили. Я вас Другой еще вопрос. расстрою, она не получает эти деньги. Никто не получает этих 200 тысяч. Я все.